Еще где-то за полгода до поездки я совершенно не задумывалась о Южной Корее как о стране для путешествий. Почему-то я всегда знала, что есть такая страна, но не более. Путешествуя по странам Азии, мы как-то случайно наткнулись на удачные авиабилеты в Корею и решили, а почему бы и нет. Знала бы я тогда, что страна войдет в список моих любимых. Я начинаю серию выпусков про Южную Корею, где постараюсь подробно рассказать о каждой точке нашего маршрута. А это видео посвящу подготовке к поездке, визовые вопросы, как оформить разрешение на въезд, какие цены в Корее и наш маршрут по стране. Граждане России не должны оформлять визу, если они въезжают в Южную Корею на срок до 90 дней в течение полугода. Но находиться в стране непрерывно можно не дольше 60 дней подряд. Затем придется выехать, чтобы вернуться еще на 30 дней. После въезда в страну срок действия загранпаспорта должен составлять еще минимум 6 месяцев. Но до поездки в Южную Корею нужно получить электронное разрешение на въезд – КЕТА. Его должны оформлять только взрослые с 18 до 64 лет, остальным оно не нужно. Заявку на КЕТА подают не меньше, чем за 72 часа до посадки. Но на сайте предупреждают, что иногда обработка заявления занимает больше времени, поэтому лучше не откладывать получение разрешения на последний момент. Анкета заполняется на английском языке. Ссылку на официальный сайт я оставлю в описании под этим видео. В анкете прописывают личные паспортные данные, электронную почту, номер телефона. Еще указывают цель поездки, предполагаемый адрес проживания в стране и информацию о предыдущих визитах, если они были. После этого оплачивают сбор – 10 тысяч вон. Это примерно $7,5. Мы заполнили анкету за пару месяцев и получили одобрение уже на следующий день по почте. При этом на момент подачи анкеты проживание у нас еще не было забронировано, и мы указали случайный адрес. И только за несколько дней до начала поездки мы зашли на сайт и скорректировали адрес проживания на корректный и уже забронированный. Это важный момент, так как на паспортном контроле могут сверить данные из анкеты КЕТА и подтверждение проживания. Корея небольшая страна. При большом желании ее основные города с севера на юг можно успеть осмотреть за одну неделю. Но мы располагали временем и провели в стране почти 3 недели. Посоветовавшись нашим корейским приятелям, мы остановили выбор на 4 городах – Сеул, Сокчу, Кёнджу и Пусан. О каждом этом месте я соберу отдельное подробное видео. Но если кратко для общего понимания, то Сеул – это столица Кореи и невероятно интересный город. В Сокчу в основном едут ради трекинга в национальном парке. В Кёнджу смотрят исторические достопримечательности. А Пусан – прибрежный город с расслабленной атмосферой. В Сеуле мы провели 5 дней, в Сокчу 2 дня, в Кёнджу 5 дней, а в Пусане 7 дней. Но оглядываясь назад, я бы переиграла количество дней между городами. Максимально возможное количество дней я бы заложила на Сеул. Там огромное количество достопримечательностей на самый разный вкус. Природные, исторические, крутые музеи, современные выставки и так далее. Все это дело можно смело месяц осматривать, если не больше. На Сокчу 2 дня так бы и оставила, в самый раз. На Кёнджу достаточно выделить 1-2 дня, и он находится всего в получасе езды на поезде от Пусана, так что вполне удобно одним днем скататься именно оттуда. Пусан – спорный город. Я слышала, что мнения людей расходятся. Кому-то больше Пусан нравится, кому-то Сеул. Я определенно за Сеул, хотя в Пусане тоже хорошо, но достопримечательностей там в разы меньше. Такой маршрут я предлагаю при условии использования общественного транспорта. Если брать в аренду машину, то это открывает дополнительные возможности. Корея не самая дешевая страна, особенно чувствуется контраст с соседними странами Юго-Восточной Азии. Но на деле все оказалось не так страшным. Самая весомая статья расходов оказалась на жилье. Мы бронировали квартиры на Airbnb во всех 4 городах. В среднем мы отдавали около $40 за ночь. Сеул обошелся дороже всего – $55 за ночь. Цена за номер в отеле на букинге начинается около $20 за ночь. Но нам важна была своя кухня и возможность готовить. При этом обычно, путешествуя по Азии, мы укладываемся в $20-30 за ночь. Самым большим сюрпризом оказались цены на связь. Местная симка на 20 дней стоит от $50. Мы не готовы были столько отдавать и справились Wi-Fi и публичной сетью на улице. Но уже после поездки нашли более доступные решения. На сервисе задарма можно взять eSIM на 3 гигабайта за $17. Предложения на сайте могут меняться, надо мониторить и продумывать этот момент заранее. Продукты и еда в кафешках зачастую дорогие, но не всегда. Можно найти что-то дешевле, чем в России, а что-то наоборот, довольно дорого. Качество продуктов везде отменное. 2 бургера и напиток в Макдональдсе нам обошлись $10. При этом это была не куриная котлетка, а полноценный кусочек курицы с волокнами. Рисовые треугольники покорили наши желудки, а стоили чуть меньше $1. Самый вкусный треугольник с кимчи из 7-Eleven, но их очень быстро разбирают. Поход в кафешку обойдется в среднем $10-20 на двоих. Если готовить самим, получается дешевле.
В большинстве супермаркетов мы находили уже готовые наборы, например, роллы, готовая курица или рыба. Все свежее и очень вкусное. Также советую не бояться пробовать уличную еду. Внешне это не всегда привлекательно выглядит, но на вкус очень интересно. Например, фишкейки на палочке, напоминает крабовые палочки. Еще обязательно попробуйте традиционное корейское рисовое вино. Звучит необычно, но вкусовым рецепторам большая радость. Его можно купить как в магазине, так и заказать в кафе. Ищите белые пластиковые бутылки. А пить его лучше из традиционных металлических плошек, так вкус раскрывается интереснее. Из приятных новостей Корея очень доброжелательна к туристам, и большинство достопримечательностей абсолютно бесплатны или стоят каких-то символических денег. При этом все сделано очень качественно и интересно. Об этом буду уже подробнее рассказывать в следующих выпусках. А если это видео показалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Здесь лайфхаки и советы путешественникам.